Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, это канал о вязании. Сегодня хочу сделать мастер-класс по вязанию вот такого интересного ажурного джемпера. Нашла эту модель, значит, на просторах интернета. Я так понимаю, он был опубликован в одном из японских журналов, да. И, в общем-то, мне очень приглянулась резиночка, вот такая вот декоративная, да, ну и сам узорчик. Хочу вам сказать, что вязала я этот узор, немного его изменив, убрав вот эту путанку внутри ромбиков. Ну и то, что у меня получилось, вы видели. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком. И их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео. Это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео. И это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. В своем мастер-классе я, конечно же, вам дам оригинальную схему этой модели, а показывать вам буду и вязать по схеме, которую я немножечко изменила. Так что я просто облегчила этот узор, да, то есть мы будем вязать только по лицевой стороне, руководствоваться по схеме, а изнаночную сторону будем вязать, как смотрят петельки. Вот в этом произошло такое облегчение, да. А вот декоративную резиночку мы с вами обязательно свяжем, и я расскажу, как это красиво, вы сами увидите, как это красиво получается. Ее можно будет применить даже в другом каком-то изделии. Красивая очень декоративная резиночка, да и узор симпатичный. Итак, мои хорошие, значит, сейчас самый главный момент наступает нашего мастер-класса – выбор пряжи. Для вязания джемпа я выбрала пряжу Бриллиант, Вита, пряжа для ручного вязания. Смотрите, в составе 45% шерсти, 55% акрила, 100 грамм, 380 метров. Да? Рекомендуемые спицы и крючок 2,5-3. Но я вязала, смотрите, 3,5, и меня все устроило. Очень красиво, хорошо и нежно получается вязать побольше чуть-чуть. Ниточка реально чуть-чуть тоньше средней, да, такой. Хорошей скруточки, очень приятно из нее вязать. Она немного вот так лоснится, то есть блеск, видите, имеет. Очень приятно в вязании. Такое ощущение, как будто из шелка вяжешь, девочки. Прямо прелесть, а не пряжа. Я прям душа радовалась, вязала. И смотрите теперь на узорчик. Хочу заострить внимание. Вот это есть декоративная резиночка. Мы будем ее вязать, очень красивая, необычная резиночка. И будем вязать, а вот один раппортик у меня в высоту связан с самим ажурным узором. Я представлю в своем мастер-классе первоначальную схему и схему, которую я немного переделала. Переделала в каком плане? Вот здесь в ромбике должна быть путанка. У меня просто изнаночная гладь, да? То есть вот эти изнаночные ромбики вяжутся с путанкой. Начинаю я со схемы резиночки декоративной. Обратите внимание, выделила раппорт красным таким цветом, да, то есть 12 петель у нас с вами раппорт. И высоту у меня при моей пряже, моих спицах получилось около 10 сантиметров. Эта резиночка в высоту. А так раппорт составляет 26 рядов. Мы их будем с вами вязать. Сейчас я приближу ее, чтобы вы, девочки, смогли сделать скрин экрана, кому нужно, да? Так, вот, пожалуйста, делайте скрин экранчиком. И будем вот с первого ряда, да, вяжем. Смотрите, значит, у нас здесь будет вязаться по этой схеме 7 петелек перед раппортом, да, чтобы у нас совпало с основным ажурным узором. И 8 петелек за раппортом будет вязаться.
вот, чтобы совпасть. А в центре будут вязаться то количество раппортов, которые понадобятся на ваш размер. Так, с резиночкой разобрались, да? Далее я показываю вам основную схему узора. Значит, опять-таки показываю вам схему неизмененную. Итак, схема оригинальная, которая у нас будет использоваться. Вот так выглядит. Это оригинальная схема, и вот в этих ромбиках вы видите вяжется путанка. Здесь нужно соблюдать и лицевые, и изнаночные ряды по схеме. Так, вот так выглядит эта схема. В общем, я убрала вот эту путанку, видите, и у меня получилась просто изнаночная гладь, ромбики. Я не считаю, что это хуже получилось. Вяжем только лицевые ряды, изнаночные вяжем, как смотрят петли. Значительно облегчился ажурный узорчик. Значит, вяжем с 1 по 20, получается 8 ряд у нас раппорт, и 12 петель в ширину, так же, как у резиночки раппорт. Также будем вязать с вами, смотрите, первые у нас идут 7 петель перед раппортом, и нужное количество связали раппортов, и вяжем 8 петель за раппортом. Также мы и в нашем образце будем вязать, чтобы вы потренировались. Да? То есть вот такой вот расклад узоров будет при данном моем объяснении. Но если вы будете вязать в круговую, то вязать эти дополнительные не нужно никакие, 7-8 петель, да, сразу вяжете нужное количество вам раппортов. Посмотрите, выкройка у меня на 46 размер, без проблем переделывайте под свой размер, который вам будет нужен, и все. Ставьте просто здесь свои размеры. Вот у меня 25 сантиметров ширина спинки, это полуразмер, то есть 50 сантиметров будет ширина спинки. Если вы желаете, вы можете немножечко уменьшить, да, и за счет там петелек подкорректировать справа-слева, убрать или добавить изнаночную лицевую гладь. Как распределить узоры, я рассказываю в конце видео после того, как свяжем образец. Там же мы с вами рассчитываем плотность вязания, да? Там же я рассказываю, как применить вертикальную плотность, зачем она нужна. Так, ну и, конечно же, мое описание, как всегда, которое я располагаю под видео. И размер у нас, и как я уже повторила, размер российский 46-й. Приблизительный расход пряжи, знаете, будет даже, наверное, 400-450 грамм. Ну, пишу на всякий случай 450, а вдруг не хватит. Да? 45% шерсти, 55 акрил, я уже говорила. То, что метраж у нас 300 в 100 граммов у нас 380 метров, тоже говорила. Спицы я использую 3,5. Для горловины использовать можно спицы номер 3 для обвязки, круговые спицы. Плотность вязания определяем в процессе, после того, как свяжем образец. И вот это описание, там же я тоже рассказываю, как распределить узорчики на тот или иной размер и как добиться, ну, чтобы совпало с выкройкой. Наши петельки совпали с выкройкой, да? Все, там я при вас рассчитываю, как скос посчитать, рассказываю, сколько петель придется на вырез горловины, сколько придется петель на плечо, на пройму и так далее. Все это я стараюсь осветить в своем мастер-классе. Смотрите до конца. Очень интересная, важная информация. А сейчас давайте с вами приступим к вязанию образца. Так, ну начинаем, естественно, с резиночки. Я набрала, прямо вот как здесь, девочки, в образце, видите, вот в образце у нас 27 петель будет участвовать. То есть сам раппорт по центру, да, справа мы будем начинать вот этими 7 петельками и заканчивать вот этими 8 петельками, да, для того, чтобы узор хорошо смотрелся. Необходимо набрать 29 петель, еще 2 кромочные. Так. И будем также и резиночку располагать на 29 петельках вяжем. И начинаем первый ряд. Давайте воспользуемся дизайнерской мыслью и свяжем все петельки в первом ряду лицевыми. Так начинается, я так понимаю, резиночка. Вяжем так до конца ряда,
лицевые петельки. Во втором ряду мы будем вязать петельки. Смотрите как. Значит, здесь будет у нас первая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и так далее до конца ряда. Вяжем с вами третий ряд нашей резиночки. Начинается у нас с первой лицевая, изнаночная. Затем идут скрещенные лицевые, то есть это петелька наоборот. Смотрите, да, вяжем. Если, например, я привыкла вязать лицевую за заднюю стеночку, то наоборот, это значит за переднюю. И вы соответственно. Так, вяжем из скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. И так до конца ряда вяжем, девочки. Смотрите, в изнаночном ряду, то есть 4-й ряд, подчеркиваю, 6-й ряд, 8-й ряд, вы будете вязать, вот как сейчас я вам показываю. В лицевом ряду это будет лицевые скрещенные, в изнаночном ряду на этом месте будет изнаночные скрещенные. Итак, вяжем до 9-го ряда. Вяжем с вами 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 лицевых. Ну, то есть это будет резинка, но я просто отсчет веду, да. 1 изнаночная, затем скрещенные 2 изнаночные, скрещенная лицевая 3 изнаночная, 4 скрещенная лицевая изнаночная, 5 скрещенная лицевая изнаночная. Так, и 6-я, да? 6-я скрещенная лицевая изнаночная. После этого мы будем менять с вами местами вот эту петлю. Вот эти 3 петли будем сейчас менять местами. Первые 2 за работой, 3-я, как скрещенная лицевая, поверх накидывается, да, и вяжем скрещенная лицевая, затем идет изнаночная и лицевая. И продолжаем вязать изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная. Так, сколько у нас должно, сейчас посчитаем. 1, 2, 3, 4. 4. Давайте посчитаем. 1, 2, 3. И вот сейчас 4-я идет скрещенная лицевая. Затем идет изнаночная. И по сути мы должны с вами сейчас опять вот эти 3 последние петли поменять местами, да? То есть первые 2 у меня идут. Первые 2 идут за работой, 3-я поверх них, и провязываем скрещенная лицевая, изнаночная, лицевая, кромочная, изнаночная. Так, связали. Так, далее у нас идет с вами 10-й ряд, в котором мы вяжем его. Также у нас будут скрещенные изнаночные и лицевые петельки. Так, у нас с вами идет 11-й ряд. Вяжем следующим образом его. У нас первые 2 лицевые. Тут 1, 2. Затем мы будем сейчас с вами 3 петли перекрещивать налево. Первые, вот я их снимаю, эти 3 первые у меня перед работой, следующие 2 за работой. Меняем их местами и вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, скрещенная. Затем опять идет изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная. И снова 3 петли перекрещиваем с вами направо. Первые 2 у меня идут за работой, 3-я скрещенная лицевой, провязываем. Скрещенная лицевая, изнаночная, снова скрещенная лицевая. Затем вяжем лицевая. И снова 3 петли перекрещиваем налево. Значит, первая у нас перед работой, следующие 2 за работой. Вяжем эту резиночку как скрещенная лицевая, изнаночная,
скрещенная, лицевая. Снова вяжем изнаночная, скрещенная, лицевая, снова изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная. Меняем 3 петли местами, перекрещиваем их направо. То есть первые у меня, первые 2 за работой, 3 перед работой вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. И далее вяжем. И далее вяжем лицевая и лицевая. Все, закончили ряд. 12 ряд вяжем. Это изнаночный наш ряд. Схему читаем слева направо. Вяжем. Первая у нас идет изнаночная петля, затем идет лицевая, снова изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, снова идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И далее идет опять скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, просто идет изнаночная, лицевая, изнаночная, кромочная вяжем изнаночной. 13 ряд вяжем. 13 ряд у нас. Первые 2 идут лицевые, 1, 2. Затем идет изнаночная, лицевая. Сейчас будем с вами перекрещивать. Будем перекрещивать 3 петли налево. Для этого меняю первый и следующие 2 местами. Первая у меня перед работой, следующие 2 за работой. Вяжем как лицевая, изнаночная, сейчас, и скрещенная, лицевая. Затем вяжем изнаночную и снова перекрещиваем 3 петли направо. Теперь уже первые 2 за работой, 3 перед работой. Вяжем лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая. Далее вяжем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая и перекрещиваем 3 петли налево. Первая перед работой, следующие 2 за работой. Меняем их местами, вяжем как лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Связали. Далее идет изнаночная и снова 3 петли с вами перекрещиваем направо. Первые 2 за работой, 3 перед работой вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Далее идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. Так, 14 ряд. 14 ряд нашей декоративной резиночки. Начинается с вязания изнаночной. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Так. Далее у нас идет скрещенная, изнаночная, лицевая, снова скрещенная, изнаночная, лицевая. Далее у нас опять идет изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая,
затем идет скрещенная изнаночная лицевая, снова скрещенная изнаночная лицевая. Так, и идет у нас изнаночная лицевая, изнаночная лицевая, изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. 15 ряд вяжем. Первая у нас идет просто лицевая, вторая опять лицевая, затем идет изнаночная, лицевая. Сейчас 3 петли будем перекрещивать направо. Для этого первые 2 у меня за работой остаются, третья перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Далее идет изнаночная. Снова мы с вами перекрещиваем 3 петли налево. Первая у нас перед работой, следующие 2 за работой. И вяжем как лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше у нас идет лицевая, путанка, да? Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И снова перекрещиваем 3 петли теперь направо. Для этого первые 2 за работой, третья перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Далее идет изнаночная. Снова перекрещиваем 3 петли теперь налево. Первая идет перед работой, следующие 2 за работой. И меняем их местами. Значит, вяжем как лицевая, изнаночная, лицевая. Дальше у нас идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Кромочная тоже изнаночная. Так, у нас с вами сейчас будет 16 ряд, да, вязаться. Переворачиваем. Это изнаночный ряд. Начинаем вязать его с изнаночной. Изнаночная, лицевая. Снова изнаночная, лицевая. Затем идет скрещенная изнаночная, лицевая. Снова скрещенная изнаночная, лицевая. Скрещенная изнаночная, сейчас, лицевая, скрещенная изнаночная, затем идет изнаночная, так, затем идет лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. Так, у нас идет изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, лицевая, снова скрещенная изнаночная, лицевая, скрещенная изнаночная, затем идет лицевая, изнаночная, лицевая и изнаночная. Кромочную вяжем изнаночной. Так, 17 ряд у нас. Вяжется первая лицевая, затем вяжется тоже лицевая и 3 петли перекрещиваем направо. Первые 2 за работой, третья поверх, вяжем как скрещенная лицевая, изнаночная, лицевая. Затем у нас идет изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная. Сейчас 3 петли будем перекрещивать налево. Для этого первая петля перед работой, следующие за работой. Вяжем их как лицевая, изнаночная, лицевая. Так. Дальше у нас идет лицевая и 3 петли перекрещиваем направо. Первые 2 за работой, третья перед работой. Вяжем лицевая, изнаночная, лицевая. Так, связали. Дальше идет изнаночная, скрещенная лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая и так, здесь сделали 3, да? Изнаночная и 3 петли перекрещиваем с вами
лево. Первая перед работой, следующие 2 за работой. Меняем местами и вяжем как первая лицевая, изнаночная, скрещенная лицевая. Так, заканчивается все это дело с лицевой и лицевой. Кромочную вяжем изнаночной. В 18 ряду, значит, как резинку мы вязали, то есть у нас идут лицевая, скрещенная, изнаночная, лицевая, скрещенная, изнаночная. Вяжем так самостоятельно. Так, теперь у нас с вами 19 ряд, да? Мы вяжем с вами, первая у нас идет лицевая, затем идет изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная. Должно получиться, сейчас скажу, сколько скрещенных лицевых. 1, 2, 3, 4, 5. Скрещенных лицевых должно быть 5. Значит, 1, 2, 3. Опять идет 4 скрещенная лицевая, изнаночная и 5. Скрещенная лицевая. Далее вяжем изнаночные и 3 петли перекрещиваем с вами, получается, налево. Меняем местами первую петлю и следующие 2. Первая перед работой, следующие 2 за работой и вяжем их как лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Дальше идет изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Должно их 4 быть у нас, вот этих скрещенных лицевых. 1, 2, 3, да. Опять идет изнаночная, вот 4 скрещенная, лицевая. И сейчас будем с вами перекрещивать. Ага, еще изнаночную провязали, да. После вот этой скрещенной лицевой еще изнаночная. И далее перекрещиваем 3 петли налево. Первая у нас будет перед работой, следующие 2 за работой. Вяжем их как лицевая, изнаночная, скрещенная, лицевая. Кромочную вяжем изнаночные. И смотрите, значит, далее у нас резинка будет вязаться, девочки, обычной резинкой, только вместо обычных лицевых изнаночных вяжем изнаночные скрещенные, да, в изнаночном ряду, а в лицевом лицевые скрещенные. Все. И таким образом до 26 ряда мы доводим эту резинку и переходим к вязанию узора, да. Узоре я внесла изменения, да, то есть у нас вот этих вот путанок не будет в ромбиках, будет просто изнаночная гладь. И будем мы вязать только лицевые ряды, а изнаночные будем вязать, как смотрят петли, да. А так начинаем. Первая у нас лицевая, затем идет изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Затем идут 3 лицевые. 1, 2, 3. И начинается наш раппорт. Это были 7 петель перед раппортом. Вяжем раппорт. Изнаночная, 3 лицевые. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, изнаночная. Накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 3 лицевые. Связали раппорт. И 8 петель за раппортом. Изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, лицевая. Кромочную вяжем изнаночной. Все четные ряды вяжем, как смотрят петли. Накиды вяжем изнаночными. 3 ряд вяжем. 3 изнаночные. Так, давайте, нет, не так. Это будет все лицевые с краешка у нас. Так, 3 ряд. Итак, все лицевые. И поэтому мы начинаем лицевой, затем 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые,
И начинается раппорт. Изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные, 1, 2, 3, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, связали раппорт, вяжем 8 петель за раппортом, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и идут 2 изнаночные, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Так, 5-й ряд у нас с вами, мы вяжем. Первая будет лицевая, далее идут 3 изнаночные, 1, 2, 3, далее идет накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, и начинается раппорт. Изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, и начинается 8 петель за раппортом. Изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 изнаночные и лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Так, 7-й ряд у нас с вами. Мы вяжем. Первая лицевая, затем идут 1, 2, 3, 4, 4 изнаночные, 1, 2, 3, 4. Теперь 5 петелек будем перекрещивать с вами направо. Я так понимаю, 5 петелек перекрещиваем, вот эти 5 петелек снимаем, перекрещиваем их как первые 2 перед работой, следующие 3 за работой. Вяжем 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, связали. Дальше вяжем изнаночные, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И опять перекрещиваем петельки направо, 5 петель направо. Таким же образом первые 3 за работой, следующие 2 перед работой, и вяжем 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые. И значит вяжем изнаночные петельки, 1, 2, 3, 4, кромочную, затем идет лицевая и кромочная, опять изнаночная. Так, у нас с вами 9-й ряд. Значит, первая у нас идет лицевая, затем 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая. Затем вяжем раппорт. Начинаем изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Получается 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Накид, лицевая. Связали раппорт. За раппортом 8 петель. Изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Одиннадцатый ряд вяжем. Лицевая первая, 2 изнаночные,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, и начинается раппорт. Вяжем изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, связали раппорт. За раппортом 8 петель, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, лицевая, кромочная, изнаночная вяжется. Связали. Так, у нас с вами 13 ряд. Вяжем. Первая лицевая, далее идет изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, вяжем раппорт. Первая идет изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, связали раппорт. За раппортом 8 петель, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная, лицевая и кромочную вяжем изнаночные. 15 ряд вяжем. Первая лицевая, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали 6 петель перед, 7 петель перед раппортом, вяжем раппорт, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, связали раппорт, вяжем 8 петель за раппортом. Изнаночная, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, кромочная тоже изнаночная. 17 ряд. Первая лицевая, изнаночная, 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, связали 7 петель перед раппортом, вяжем раппорт, 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, еще 2 лицевые, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, изнаночная, связали, да? Это раппорт. За раппортом 8 петель, вяжем 2 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, кромочная тоже изнаночная. Так, 19 ряд вяжем. 7 петель перед раппортом. Первая лицевая, изнаночная, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Далее вяжем раппорт. 3 изнаночные, накид,
2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная. Далее идет опять лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 изнаночные. Связали раппорт и 8 петель за раппортом. 3 изнаночные, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, лицевая, изнаночная, лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Двадцать первый ряд у нас с вами. 7 петель перед раппортом вяжем. Лицевая, изнаночная, 3 лицевые. Далее вяжем 6 изнаночных. Вернее, в начале 2 изнаночные. Это были наши перед раппортом. И далее 4 изнаночные раппорта уже идут. 1, 2, 3, 4 раппорта, 4 изнаночные. Затем перекрещиваем 5 петелек с вами направо. Снимаю 5 петелек. Первые 3 за работой. Следующие 2 перед работой. Меняем их местами. Вяжем 2 лицевые. Изнаночная. 2 лицевые. Связали, да? И далее за работой еще. Ой, подождите. Продолжение раппорта. 3 изнаночные. 1, 2, 3. Все, раппорт связали. И далее вяжется за раппортом петельки. 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. И меняем местами с вами. Ну, у нас тут нет 5, да? 4 петли меняем местами. Получится у нас с вами 2 перед работой, 2 за работой. И вяжем как 2 лицевые, изнаночная, лицевая. Кромочную тоже будем вязать изнаночной. Связали. Так, у нас с вами 23 ряд. Вяжем первая лицевая, изнаночная, лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Это были петли перед раппортом. Вяжем раппорт 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид, лицевая. Дальше идет изнаночная, снова лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Связали раппорт, вяжем за раппортом петельки. 3 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, изнаночная и еще одна лицевая, кромочную вяжем изнаночной. Так, у нас с вами 25 ряд. 25 ряд вяжем 7 петель перед раппортом. Лицевая, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Начинаем вязать раппорт. 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, изнаночная. Связали раппорт. За раппортом 8 петель, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевые, изнаночная, лицевая, кромочная тоже изнаночная. Связали. 27 ряд вяжем. 7 петель перед раппортом. Лицевая, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Начинаем вязать раппорт. Изнаночная,
2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, изнаночная, 3 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, связали раппорт, за раппортом вяжем, изнаночная, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевые, изнаночная, лицевая, кромочные тоже вяжем изнаночной. Так, и на этом у нас раппорт связан. Сейчас 28 ряд вяжем, как смотрят петли, и начинаем повтор с первого ряда нашего раппорта. Вот так будет выглядеть очень красиво этот узор. Наша задача сейчас с вами сделать влажную тепловую обработку образца. Так. Паром отдаем наш образец, тянем в разные стороны. Очень у нас получился такой податливый. Не бойтесь тянуть его активно, он все равно после того, как высохнет, примет ту самую форму, которая ему будет присуща. Так, оставляем его в таком состоянии расправленном. Пусть сохнет. Получился у нас очень красивый узор. Обратите внимание. Такой интересный узорчик. Ажурненький, нежный. Резиночка просто бесподобно выглядит, согласитесь. Так. И сейчас наша задача, мои хорошие, нам определить ширину и высоту образца и рассчитать плотность. Значит, прикладываем линеечку и вот так измеряем с вами ширину. 14 сантиметров. Ширина узора. Давайте еще вот в этом месте померяем. Ну, 14. И мы с вами набирали для образца 29 петель. 29 я делю на 14 сантиметров. Ну, ровно 2 получается. Запишем. В 1 сантиметре у нас 2 петли. Теперь по вертикали. Значит, ну, у резинки будет другая плотность. Она нас мало интересует, эта резинка. Могу сказать, что у меня лично она получилась 9,5 сантиметров в высоту. Так, и что касается самого узора. Измеряем. Измеряем узор, не тянем. 10 сантиметров ровно. И раппорт наш, который мы вязали высоту, составляет 28 рядов. Да? Ну, в общем-то, здесь можно устно посчитать. Получается, что в 1 сантиметре 2,8. В 1 сантиметре 2,8 ряда получается. Вот такая вот плотность. Буду я составлять описание на 46 размер. То есть ширина спинки переда у нас будет 50 сантиметров. И сейчас я расскажу, как сделать с использованием плотности и выкройки индивидуальный расчет на тот или иной размер. На примере вот этого размера. Значит, смотрите. Берем 50 сантиметров ширину нашего вязаного полотна и умножаем на нашу плотность 2 по горизонтали. Смотрите, нам надо набрать 100 петель. Сейчас мы сделаем более детальный расчет с использованием нашей схемы. Да? Вы помните, раппорт узора составляет 12 петель. Делим 100 на 12 на число петель в раппорте. Смотрите, целых 8 раппортов у нас должно с вами уместиться. Да? Сейчас я 8 умножу на 12. 96 петель это составляет. 8 раппортов. Но 8 раппортов это 96 петель. Смотрите, я записала специально. Но
давайте внимательно посмотрим на нашу схему. Мы же с вами вязались не случайно вот эти 7 петель перед раппортом, да, и 8 петель за раппортом. В середине у нас будут с вами располагаться 7 петель. Ой, 7 раппортов. 7 петель. 7 раппортов. И 8-й раппорт будет составлять у нас с вами вот эти 7 петель перед, в самом начале нашего вязаного полотна, и с левой стороны, крайние левые 8 петель. И таким образом наш с вами наборный, как говорится, петельный ряд будет выглядеть следующим образом. Смотрите, первые 7 петель по схеме перед раппортом. Далее мы вяжем 7 раппортов подряд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петель, 7 раппортов по 12 петель. И завершаем это все. И завершаем все это 8 петельками по схеме. Вот этими петельками. Таким образом, 8-й раппорт у нас с вами поделился на 2 части. Вот так схематично я изобразила наш наборный ряд с вами. Смотрите, да, то есть вяжем 7 петель, затем подряд у нас идут по 12 петель 7 раппортов и завершаем все 8 петельками по схеме. Так, итого, считаем. Мы знаем, что 8 раппортов 96, да? А сколько же будет 7 раппортов? 7 умножить на 12, это будет 84, правильно? Правильно. Теперь 8 плюс 7 это 15, правильно? Правильно. Прибавляем 15, получаем 99, да? И прибавляем еще 2 кромочные, получаем не 100 петель, девочки, а более уточненные, это 101 петля у нас будет участвовать в нашем вязании. То есть я вот так могу смело скобочку поставить и написать 101 петля. Вот. То есть на наш 46 размер будем вот так располагать узоры. Это в том случае, если вы будете вязать спинку и перед раздельно. Если вы будете вязать в круговую, то вот эти 7 и 8 не надо делать, просто вяжете 8 раппортов. Но в этом случае имейте в виду, у вас будет задействовано только 96 плюс 96, да? То есть 96 умножить на 2 будет задействовано 192 петли, 8 петель вам по-любому будет не хватать. Предлагаю их компенсировать за счет добавочных петелек, либо изнаночной, либо лицевой глади. Поскольку наш узор выглядит вот таким образом, что здесь используется и лицевая гладь, и изнаночная, то есть по своему усмотрению можете принять решение, девочки, и расширить полотно с помощью прибавления симметрично справа и слева, либо лицевой, либо изнаночной глади. Я не думаю, что это будет очень некрасиво смотреться, и узор от этого потеряет свою привлекательность. Обычно так всегда решается вопрос, если вот этот вот размерный, как говорится, параметр не попадает в наш узор, в раппорты. Так, с этим мы разобрались, да? Теперь, если вы будете вязать тоже так же на другой какой-то размер, также таким же способом делаете расчет по петельной, то есть вы берете ширину своей спинки, умножаете на нашу плотность 2, да? И у вас получается количество петель, которые нужно набирать. Вот. И затем берете вот этот костяк наш, да, костяк из 101 петли, и симметрично добавляете справа и слева недостающее количество изнаночной или лицевой глади. Вот и все. Собственно, так решается вопрос с размером. Теперь я бы хотела заострить внимание, как сделать расчет, узнать, сколько петелек на горловину, сколько на плечо и сколько на пройму у нас будет приходиться. Да? Тоже с использованием выкройки и с использованием плотности это делается. Давайте сейчас решим вопрос с проймы начнем. Глубина проймы составляет 4,5 сантиметра. Да? И мы сейчас посчитаем, сколько это будет по петель. Но я даже не буду машинку брать. 4,5 умножить на 2, это будет 9 петель. Так, теперь то же самое мы проделаем с плечом. У нас плечо 8,5. Давайте посчитаем 8,5 умножить на 2.
это будет 17 петель. Девочки, сейчас у нас будет как бы черновой такой вариант, да. Так, и что касается выреза горловины, 24 сантиметра у нас получается, умножить на 2, это будет тоже черновой вариант, 48 петель. Так, а теперь давайте с вами все это дело подведем к нашему количеству петельного набора, да, 101 петля. Как это будет выглядеть? Считаем, начинаем с проймы. Из 101 отнимаем 18 петель проймы. У нас их 2, да? Получается 83 петли, правильно? Далее отнимаем 83, отнять 17 петель. Это будет 34, отнять 34. Это будет 49 останется. То есть на вырез горловины у нас с вами остается 49 петель. Но поскольку вырез горловины, ну, в общем-то, девочки, смотрите, здесь можно так оставить, как вот сейчас у нас попетельно распределилось, да? Можно сделать плечи пошире, а горловину чуть-чуть поуже, в принципе. То есть, как бы вы на свое усмотрение считаете, да? То есть можно, смотрите, как сделать. Можно сделать плечи по 18 петелек, да? А вырез горловины, предположим, будет 47 петель. Давайте так посчитаем. Наверное, что-то не то. Так, значит, 101 отнять 18 пройма, отнять 36 плечо, получится 47. Вот такой тоже расклад возможен. 47 на вырез горловины, да? То есть, как хотите, девочки. В принципе, и так будет нормально и правильно. Это все будет зависеть от индивидуальных особенностей вашей фигуры. Широкие у вас плечи или наоборот узкие, да? Так. Далее. Теперь я бы хотела заострить внимание на вертикальной плотности. Давайте обратим внимание на то, что для чего мы ее вообще рассчитывали. Вот у нас с вами 42 сантиметра до проймы. От начала до проймы 42 сантиметра. Этот параметр я обычно всегда делаю в рядах. То есть 42 я умножаю на нашу вертикальную плотность 2,8. 42 умножить на 2,8 у нас получится 118 рядов. Будем округлять. Зачем я это делаю? То есть, девочки, смотрите, от самого начала, от резинки, мы будем вязать с вами 118 рядов, только после этого будем делать пройму. То есть мы не будем прикладывать линеечку, измерять это все дело линеечкой, поскольку после стирки наше полотно всегда имеет свойство деформироваться, растягиваться, да? Поэтому получаться может все что угодно. Может вам повезти, и вы попадете в те сантиметры, которые желали, а может и не повезти, полотно вытянется и будет нам значительно длиннее. Чтобы этого не произошло, мы изначально с вами тянем образец, измеряем его плотность и затем эту плотность применяем при вязании. Вот так поступают грамотные мастерицы. Так. То же самое касается и общей высоты изделия, да, то есть общая высота у нас здесь будет 42 плюс 18, 60, да, 60 сантиметров, то есть общая высота изделия 60 умножить на 2,8, 168 рядов, девочки. Вот уровень плеча закрытия 168 рядов. Имейте это в виду. То же самое с рукавчиком поступаем, да, вот общая высота рукава у нас 61 сантиметр, в рядах меряем, да, 61 умножим на 2,8, это наша плотность, получим 170, ну 171 ряд, я напишу 170, обычно в четных величинах измеряется ряды, да, 170. Так, вот эти 47 сантиметров умножим на нашу плотность по вертикали 2,8. То есть мы будем с вами формировать вырез горловины на высоте 132 ряда. Вот таким образом. Про скос рукава тоже часто возникают вопросы. Так, и смотрите. Значит, 48 петель у нас получается по нашим размерам. Это тоже черновая цифра, пока мы еще узоры не касались узоров, да. Самая широкая часть рукава
половинчатый размер 17, то есть 34 сантиметра. Умножаем 34 сантиметра на 2, получим 68 петель. Запишем. То есть мы будем с вами начинать формировать окат, когда у нас уже будет с вами 68 петель здесь. Так, и значит 48. Девочки, не получится 48, потому что, смотрите, 48 поделить на 12, это уже 4 раппорта полных. Но у нас еще с вами надо учесть, что надо учесть? Правильно, надо учесть 2 кромочные. То есть здесь будет 50 петель. Будем набирать по низу 50 петель. Целых 4 раппорта у нас, то есть начинаем с резинки. 4 раппорта полных вяжем, да, хотя здесь одну для симметрии надо добавить, девочки, одну для симметрии, то есть 51, пусть 51 петля. Одну изнаночную добавьте обязательно для симметрии. Если будет у вас шов, не по кругу будете рукав вязать, а со швом. А если по кругу, то там вообще кромочные не нужны, всего 48 набираете, да. Но я буду со швом вам описание составлять, поэтому у меня будет 51 петля. Для симметрии еще одну изнаночную я добавила, да. И в итоге здесь тоже надо взять нечетное число. Пусть это будет 69. На одну петлю увеличили. И теперь высчитываем. 69 самая широкая часть рукава, отнять 51 самая узкая часть рукава, получим 18. То есть делим на 2, 9 петель, девочки. 9 петель обязательно справа и слева асимметрично. Симметрично и равномерно будем делать по одной прибавке. Справа и слева прибавлять скос рукава. Но надо обязательно высчитать равный интервал этих прибавок. Для этого смотрите, что мы будем делать. Значит, ну, учитывая то, что у нас с вами высота резинки составляет, ну, отнюдь никак не 5 сантиметров, а целых 10, мы этим параметром пользоваться не станем, да? И мы сразу с вами что сделаем? К 42 прибавим эти 5, и получится 49 у нас с вами до оката, да? 49. Но когда мы свяжем с вами резинку 10 сантиметров, это будет 39, правильно? Правильно. То есть наш узор и наш скос будет формироваться на высоте 39 сантиметров. Давайте в ряды это переведем. 39 умножить на 2,8 плотность, получим 109 рядов. И давайте 109 поделим на наши 9 петелек прибавочных. В каждом, девочки, 12 ряду делаем прибавку приблизительно, да, то есть в каждом 12 ряду будем делать прибавку. Вот так это считается. И когда у вас будет 69 петель и связано 109 рядов, вы начинаете формировать окат рукавчика. Обычно я делаю это по выкройке в натуральную величину, но если у вас достаточно опыта, то вы сможете, в принципе, вот эту красивую ровную линию сделать и без выкройки, да, руководствуясь чисто своим опытом. Здесь у нас идут небольшие убавочки, да, там по одной петельке какой-то период, интервал, а затем идут глубокие такие убавочки, уже там по 3 петельки обычно. У меня есть этот алгоритм, но для разной пряжи, естественно, для разной плотности он свой. Это очень сугубо индивидуально, и здесь, в общем-то, нужно больше даже, наверное, интуицией руководствоваться, ну или выкройкой с более точным подходом. Ну и, собственно, мои хорошие, вот это все, что я вам сейчас наговорила, я буду составлять текстовое описание и размещу его под видео. Аналогичным образом вы по аналогии делаете расчет на свой размер. Обязательно корректируйте эту выкройку. Это стандартная выкройка. Обязательно свой рост измерьте, да, то есть какую предпочтительную длину изделия вы хотите. Рукав. У нас у всех с вами рост разный, согласитесь. Габариты разные у нас у всех, да, размеры разные. Обязательно на такой выкройке нужно ставить свои размеры. Обязательно. И делать свой индивидуальный вот этот попетельный расчет на примере вот
того, что я вам сейчас озвучила. Я желаю вам, мои хорошие, связать этот красивый джемперок. Это действительно кружевной такой получается узор необычайной красоты. Я его, видели, да, облегчила значительно. И вот именно в этой пряже он становится еще более нежным и прекрасным. Давайте до новых встреч!